Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, я хочу вначале сказать спасибо всем, кто отправляет мне такие замечательные алтарные статуэтки. Как видите, я украшаю ими алтари. Я человек творческий и творчески подхожу ко всему, и к своей работе в том числе. И люблю показывать духом, скажем так, свою благодарность и делаю работу свою с любовью. И хочу объяснить вам, для тех людей, кто считает, а почему это вообще нужно. Я вам уже объясняла, что для того, чтобы получать более высокие блага от сил, нужно делать ритуалы. Заговоры, они из случая к случаю. Есть заговоры, которые надо часто повторять и начитывать в день несколько раз. Они привлекают определенные блага, смотря что ты хочешь. Деньги, работу, или усиливают тебя, дают энергию, защиту и так далее. А ритуалы, они более долговечные работы. И вот ритуалы требуют красивого оформления природных материалов, камни, статуи хорошего качества, не пластмассовые и не дешевые, то есть не сыпучие материалы. Они должны быть хорошего качества. Пусть искусственный камень, например, и прочее. Это более-менее живой материал. Естественно, сейчас искусственное в любом случае перемешивается в настоящее, когда изготавливаются, да, всякие статуи и алтарные принадлежности, потому что сейчас 21 век, и без этого никак. Там клейкие материалы есть и прочее, химический состав. Но в основном это должно быть живое нечто. То есть это камни, это то же самое стекло, что, собственно говоря, песок из песка делается. Стекло, я думаю, что знают все. Нет нужды говорить. Я помню, когда однажды недалекая компашка людишек, небезызвестных, очень долго смеялись и обсуждали, когда я сказала, что Луна не имеет своего свечения, что Луна берет свой свет от Солнца. Но они, видимо, физику не учили в школе. Если бы учили, они бы это знали. Луна не светит. Сверкание Луны – это солнечное сверкание. От Солнца берет энергию свечения. Учите физику. Это элементарно. Это в 6 классе проходили. Так вот, когда духи приходят, чтобы услышать человека, они видят почитание, благодарность, они видят старание человека. Это немаловажно. Знаете, некоторые говорят, важна вера, нужно верить, не сомневаться. Важно. Но более важное, важнее, чем верить, это уважать. Уважать эти силы. Они не ваши холопы, они не ваша прислуга. Вот я фортуну купила, а вот она будет работать. Нет, стоит ей там ставить благовоние или нет. Так у вас никогда ничего не будет. Потребительское отношение нельзя. Как к людям, так и к силам. Никому. Вы когда берете собаку, вы же не думаете, сколько пользы эта собака мне принесет. Вы просто берете, любите эту собаку, да, покупаете вкусняшки, лечите, если болеет. Рожаете ребенка, что вы думаете? Сколько этот ребенок мне принесет? Кем он станет? Дворником или начальником банка, управляющим? Стоит ли его кормить, одевать? Я вот сколько вкладываю, а сколько я получу взамен? Есть вещи в мире, которые делаются просто потому, что ты человек, потому что так надо. Без задней мысли, что это мне даст, что это мне принесет. И вот когда ты делаешь как положено, ты изъявляешь, да, уважение, показываешь почитание к этим силам. Все, без твоих всяких там расчетов, они, видя это уважение, уже тебя одаривают. Так что для чего нужны вот эти все атрибуты? Отвечая на ваш вопрос. Сколько отдашь, столько и получишь. Отдашь много уважения, много получишь результата в ответ. Но здесь, естественно, это просто декорации красивые.
Мне захотелось сказать спасибо, потому что такие необычные, красивые, просто вот и работы, и статуэтки, и работы мастеров. Ну реально приятно. Огромное спасибо. Хочу вам сказать, что вчера, по-моему, снимали Наталья Олейник, если... Да, вчера, кажется, снимали. Отправила нам подарки с Яной. И она сказала, что там была еще и кукла, авторская кукла, которую не довезли. Там еще что-то было. В общем, вытаскивают. И не разберешься, с какой почты, поскольку через 3 страны оно идет. Ну вот бесчестные люди. Она очень расстроилась, потому что там действительно красивая работа, все вот, вот так вот поступают. Но я хочу сказать, Наталья, что я ценю. Считай, что ты за что-то откупилась. Считай, что ты подарила мне. Не надо расстраиваться. А этим людям ничего хорошего это не принесет. Нельзя чужое брать. Они знать не знали, кому это предназначено. И не узнают, но узнают кое-что другое. Это к месту. Так что я все ценю, я все помню, я все вижу. Я все это использую в работах, да. Это все участвует. Просто последние 2 года настолько загруженность огромная, что если раньше более так могла выделить время для алтарей и все прочее постоянно, сейчас иногда приходится просто как декорацию сделать красивую и все на этом. Ну, так получается. Ну, по мере возможностей и сил стараюсь показывать вам красивые алтари, потому что это и вам нужно, и приятно, это вообще развивает человека. Итак, что делать, если вы знаете, что вот, например, пойдете на работу, и у вас может быть неприятность. Ну, например, знаете, что там будет разговор, как говорится, вызовут на ковер. Заранее, чтобы эта неприятность рассыпалась и не случилось так, как вы предвидите. Или вам нужно идти по поводу просроченной там визы, документов каких-то поговорить. Что делать, чтобы вас приняли, поняли. То есть они настроены вас отчитать, чтобы все это обошлось. Без лишних разговоров, без лишних нервов. Если вы предчувствуете неприятности на пути, если у вас разговор там с инспектором ГАИ, например, вот и так далее. Одним словом, разрушить неприятность, вот остановить неприятность до того, как оно начнется. Перед тем, как идти, 4 раза прочитайте этот заговор на суахили, вуду. И спокойно идите. Когда все это закончится, вынесите пиво, но хорошее. Купите хорошего качества. И шоколад. Но разверните шоколад и оставьте под деревом. Вылейте это пиво. Можете эту бутылку или там банку унести с собой, чтобы не засорять природу. Оставляйте духом молча и уходите. Это из Северной Африки. То есть это сторона североафриканской магии. Поэтому здесь они оплачивали, то есть откупались пивом, там всякими иными напитками, такими полухмельными или хмельными и так далее. Итак, кстати, напомню вам, фильм был такой «Белые из Масаи». Смотрели? Замечательный фильм, посмотрите. И вот как-то я выставила, если помните, работу «Акуна Матата» или «Хакуна Матата». В Африке у многих племен, в частности у Масаи, это как заклинание. Называется благодатная жизнь или жизнь в достатке. А вообще перевод сладкая жизнь. И когда люди, например, начинали торговлю, с утра говорили «Хакуна Матата» много раз. То есть призываем благодатную жизнь, призывали энергию денег. Шли там, например, на охоту, то же самое произносили. На удачу. Это как пожелание удачи. Вот именно поэтому в этом мультике Тимон и Пумба вот эту вот известную фразу Масаи использовали «Хакуна Матата». Это так, для общей справки, может, кому-нибудь хочется. Хотя, если вы увидите, посмотрите на этот ритуал, захотелось вам напомнить. «Хакуна Матата» – это пожелание удачной охоты,
удачного бизнеса, удачного дня, денежного проекта и так далее. Очень часто произносится эта фраза. Она не случайно взята. Люблю я африканскую магию, она очень сильная и очень быстрая. Если в других направлениях магии вы можете верить, можете не верить, неважно. Делайте как надо, и получается. И вы, вот это да, я даже не особо надеялась, а тут получилось. А вот вуду, духи вуду терпеть не могут, если человек сомневается. Вы не должны думать вообще, верить, не верить. Не нужно внутри себя вести борьбу. Ой, а вдруг я вот не поверю и что-нибудь. Вообще не думайте об этом, вы просто читайте и идете. Не задумываясь ни о чем. Духи Вуду не любят, когда сомневаются. Я просто знаю по себе. Мне не раз еще в начале моего пути наказывали, когда я даже секунду допускала мысли. Вот у всех это есть, у каждого человека. Даже у меня это было. Когда женщина ждет ребенка, она пока не родит, до последнего до ее сознания все-таки не доходит, что там ребенок. Да, она понимает, что там ребенок, но пока не увидит, до конца не осознает. И мы так устроены. Вечно в сомнениях, что-то вот не так, что-то не то. И у меня постоянно Вуду, он работает безотказно, практически у всех. Если другие работы, например, у кого-то получается, у кого-то нет, Вуду у всех получается. Только точно так же Вуду есть для всех, то есть поклоняющиеся, и есть Вуду запретное, которое только для тех, кто служит этим силам. Туда уже лезть не стоит, это уже дебри темные. Так вот, ни раз, и не два, и не три мне заговоры Вуду всегда помогали. И мои заговоры, и те старинные, которые я знаю. И один раз иду, и вот я начитала, пошла, и у меня это дело получилось в студенческие годы. Причем сдавала экзамен очень неприятной особе, очень мерзопакостному человеку просто. Она столько доводила людей, просто ужасно. И я начитала и пошла. И она у меня приняла. Еще и улыбнулась, такая вся улыбается на меня, смотрит. Я думаю, интересно, что эта кобра думает. Взяла зачетку. Я думала, сейчас возьмет, напишет пересдача. Она так, ну, в общем, написала. Ой, ну все. Представляете, забыла. Ну, в общем, написала, что экзамен сдам, да. Я радостная выскочила оттуда, иду и думаю, а вдруг это совпадение? Ну, неужели пару слов, как бы, и я сдала у этой вот змеюки, у которой ничего не получается. Я это сказала и чуть не упала с лестниц, прям подвернула лодыжку. Она у меня потом болела. Хорошо, что я не сломала ничего, ни кость, ничего. Это мне было уроком. Мне просто сказали, значит, мы тебе помогаем, а ты еще смеешь думать, а вдруг это просто так. Вот к чему я говорю. Итак, друзья мои, поскольку мне читать и прочее, сейчас много чего нужно снимать, я заранее записала все, что нужно. Сейчас я включу. Это на суахили. Всем остальным еще раз напоминаю. Яна со временем, ну, в течение нескольких дней пишет и ставит там заговор. Для тех, кто сейчас будет выть, что ой, ну язык же непонятный. Вот. Терпение и уважение. Слушаем. Mumba, movitu, anatervuta, mavindo yake, sikunipata, itapita, adui zanju, funga, migomo yako, uvezi kuniona, uvezi kunisikia, neno langu, lina, Guvu, kumiko lako, иве hivyo. Еще раз. Mumba, movitu, anatervuta, mavindo yake, sikunipata, itapita, adui zanju, funga, migomo yako. Huwezi kuniona, huwezi kunisikia, neno langu, lina nguvu kumiko lako, iwe hivyo.
Mumbva movitu, anatervuta, mavindo yake, sikunipata, itapita, adui zanju, funga, migomo yako. Huwezi kuniona, huwezi kunisikia, neno langu lina nguvu kumiko lako, iwe hivyo. Mumbva movitu, anatervuta, mavindo yake, sikunipata, itapita, adui zanju, funga, migomo yako. Huwezi kuniona, huwezi kunisikia, neno langu lina nguvu kumiko lako, iwe hivyo. Итак, 4 раза читайте и спокойно идете, куда шли. И уже эти неприятности заранее будут разрушены до того, как вы столкнетесь с ними. Всем удачи, всех благ и благодарность духам за такие полезные заговоры, которые они через меня вам передают.